Как бы то ни было, это лето удалось. Побывал на Сахалине, успел жениться, снял новую красивую квартиру, построил сарай. В общем, вроде все успел. Но при этом за кадром остались еще истории, которыми хочу с вами поделиться. Именно этим и займусь. Это видео стандартный влог. Добро пожаловать! Принц. Фу. Зеленый домик – это моя баня. Построил ее мой дедушка больше 30 лет назад. Но время идет. Технологии, которые тогда использовали, к сожалению, уже устарели. Кое-что пришло даже в негодность. И задача последних лет – ее модифицировать. Мы продолжаем ремонтировать баню, которую начали ремонтировать 2,5 года назад. И начали менять там зимнюю печку на летнюю. И сейчас у нас начинается следующий этап. Доски, которые есть здесь и здесь на перекрытии, они прогнили. И для того, чтобы нам их заменить и поставить теплый утеплитель, нам нужно снять старую глину и полностью ее отсюда вынести, затем убрать все гнилые доски и только после этого уже положить новые, и затем положить новый хороший утеплитель. Вот такая вот нас ждет работа. Самое главное надеть старые джинсы, которые можно будет потом выбросить и которые, в принципе, никому не нужны. А вот, в принципе, это весь фронт работ, то есть глина находится под вот этими, не знаю, как сказать, под фанерой. Вот здесь ее большое количество. И она идет вон туда, вон туда, вон туда, аж в угол. Вот здесь мы уже немножко попытались очистить. Это вот немножко сбоку. И нужно это дело все продолжить. Через 5 минут мешки можем спустить. Вытащить доски на крыше оказалось очень сложно. После нескольких попыток мы поняли, что пол второго этажа приколочен перпендикулярно к потолку первого. Поэтому мы решили пробить дырку насквозь и попробовать убрать доски с потолка. Отлично. Несмотря на пыль ту, которая здесь есть, все-таки стоило, наверное, надеть маску. Но у нас дело пошло. И это дело сейчас выглядит вот так. То есть нам удалось вбить сюда и закрепить здесь лом. Надеюсь, это нормально видно. В эту дырку. И вот эта вот доска, которая первая есть, она начала отходить. Если мы еще немножко сделаем усилие снизу, нам удастся ее оторвать. И в итоге я думаю, что мы сможем оторвать все остальные доски. План такой. Теперь нужна маска срочно. Мы все сделали правильно, и первая доска наконец-то тронулась. Она едет. Ты что?
По итогу нам удалось достать и перебрать все доски. Очень много досок оказалось гнилых. Оставшиеся положили на потолок до следующего года, пока мы не подготовим новые на замену. В конце я даже нашел пчелиный улей с живыми личинками. Зрелище такое себе. Не знаю, почему личинки были живы, и рядом не было больших, огромных, злющих пчел. На самом деле, мне кажется, это мы сбили этот улей. К сожалению, так бывает. Очень вкусная мусь. Супер. Ну да ладно. В середине лета после тяжелой работы я решил поехать под Питер на рыбалку. На озеро Вокса, куда уже езжу несколько лет подряд. И, конечно, взял с собой Марию. Ну, утро началось тяжело, потому что меня разбудил дождь. Огромные тяжелые капли капали по подоконнику, падали туда, разбивались. Кажется, что проснулся весь район. Как я уже сказал, в поездках на озеро Вокса я в основном хожу на рыбалку. Но поскольку все-таки в эту поездку мы ехали вдвоем, я решил скорректировать цели. Во-первых, хотелось отдохнуть. Во-вторых, открыть новые места и заплыть как можно дальше. И в-третьих, для себя я хотел провести небольшое полевое дендрологическое исследование. Но об этом чуть позже. Ты отвяжешься? По приезду мы арендовали лодку с маленьким моторчиком, взяли хорошее настроение и поехали отдыхать. Казалось очень прикольно ехать на моторе на первую передачу. Он тебя куда-то везет, можно заниматься своими делами. Едешь медленно-медленно. Но в итоге минут за 30 доезжаешь и одновременно уже успел еще что-нибудь поделать. С погодой, честно говоря, нам не повезло. В первый день она показала всю свою изменчивость. То солнце, то пасмурно, то немного ветра. Вау, там такой вид красивый. Дождь идет. А вот на второй день с самого утра начался ливень. В какой-то момент мы дождались, пока дождь прекратится. Вычерпали всю воду из лодки и решили поплыть. Но предсказуемо, что в середине пути мы опять в него попали. Очень холодно, мокро, намочил оборудование, но как-то так. В дождь камни становятся очень скользкими. Главное не упасть. Теперь об исследованиях. Люблю наблюдать за окружающим миром. И даже не просто наблюдать, а изучать, исследовать, когда не лень, естественно. И в этот раз я решил сосредоточиться на деревьях. Я заранее знал, что недалеко в районе Гатчинского дворцового парка растет дуб диаметром примерно 1,30 м. То есть в обхвате это будет целых 2,5 метра. И я подумал, а вдруг мне повезет найти что-то настолько же большое? Может, я даже смогу попасть в книгу рекордов со своей находкой. Итоговый план был простой. Кататься по островам и параллельно искать старые деревья. Мерить их планировал рулеткой. Но в итоге все, как всегда, пошло наперекосяк. Рулетку забыл дома. Поэтому придумал следующее. Моя рука это 70 сантиметров. Тело еще примерно 35. Если взять окружность и разделить на число π, то у нас будет диаметр. Получается, и без рулетки я могу измерить дерево. Главное его обнять и вычислить окружность. Со стороны, наверное, это выглядело очень забавно. Кажется, это самое большое дерево, которое я нашел. В итоге я получил огромное удовольствие и классно посмеялся. Бывает, что исследования и приключения сами тебя находят. На месте, где сейчас расположено озеро Вокса, когда-то был скандинавский ледник.
Он покинул эти края примерно 14-15 лет назад. И вот эта вот вся северная природа с ее гладкими гранитными скалами, изрезанными склонами, валунами, это все его наследство и климатической зоны. То есть он буквально отшлифовал этот ландшафт. И вот на третий день пути я открыл, можно сказать, самый большой валун, который я когда-либо здесь видел. Для этих мест такие размеры – редкость. И, конечно же, я не смог пройти мимо. Народ вокруг тоже все исследует. Ребята сделали пионер-лагерь, лодки, байдарки, рыбалка. Даже животные ходят по островам. Круто! Очень красиво-то дальше вот уходит, такие прям. Да, все так. Атмосфера и романтика завораживает. Ну что, очередной ролик подходит к концу. После того, как вернулись из Питера, мне подарили огромное количество запчастей для УАЗа. И изначально я думал показать в этом ролике и запчасти, и УАЗ, наши покатушки, как все происходит. Но в итоге материала оказалось так много, и так много тем, которые можно рассказать и показать, что я их решил выделить в отдельные ролики и в ближайшее время опубликовать. Так что такие дела. Спасибо всем огромное, кто посмотрел этот ролик. Для меня это очень важно. Подписывайтесь. Пока-пока. О, собака. Пападос, собака. О чем будем делать? Так и знал, что могу кого-нибудь встретить.